Итак, дамы и господа, здесь, в Сибири, на сцене ДК «Прогресс» города Новосибирска, величайшая звезда сетевого бизнеса Том Шрайтер. Продюсер, а также бизнес-тренер, а также сегодня человек, который будет на вас доносить информацию на русском языке, не Шестаков. So what type of products and services do you sell? Мне интересно, какого типа продукты или сервисы вы продаете? So how many people here represent a really great product or a really great service? Давайте по-другому задаем вопрос. Кто из вас является представителем действительно великолепного продукта или действительно великолепного сервиса? And how many people here have a product or service that sells itself? А кто из вас является представителем продукта или сервиса, который сам себя продает? Then why do they need us? Тогда зачем мы здесь вообще нужны сегодня? You see, here's the problem. Видите, в чем проблема? It takes people to sell products and services. Для того, чтобы продавать продукты или сервисы, требуется один ингредиент – люди. Very few companies have a vitamin that does this. Слишком небольшое количество компаний обладает такими витаминами, которые делают вот что. The bottle of vitamin wakes up in the morning. The bottle of vitamins wake up in the morning. Баночка с витаминами просыпается с позаранку, с утра. Puts on a coat and tie. Одевает на себя пиджак и галстук. Walks out into the street and sells itself. Выходит на улицу и начинает себя продавать. They need people to sell products. Этим витаминам необходимы люди для того, чтобы их продавать. And that's why it's called network marketing. Именно поэтому эта штука так и называется сетевой маркетинг. So, you're probably not really in the product or service business, you're probably in the people business. Знаете, очень может быть, что на самом деле вы не занимаетесь бизнесом по продвижению продуктов или сервисов. На самом деле вы занимаетесь бизнесом по продвижению людей. People move products and services. Люди продвигают продукты и сервисы. But you are leaders. Но вы лидеры. You move people. Вы двигаете людей. So the skills that you need to learn is how to move people. Поэтому смотрите, на самом деле навыки, которые вам необходимо узнать и выучить, это как двигать людей. So would it be okay if we spend all of our time learning how to move people? Поэтому я бы хочу ваше разрешение спросить, вы не возражаете, если мы большую часть нашего времени потратим как раз на разговор о том, как двигать людей? Let's go to work. Давайте займемся тогда делом. So you're giving a presentation. Давайте представим, что вы проводите презентацию. Your prospects are listening to you. И ваши потенциальные клиенты слушают вас внимательно. And they desperately need your product or service. И вы начинаете в какой-то момент понимать, что им просто необходимы ваши продукты или ваш сервис. Sounds good. Звучит неплохо, да? And they desperately need more money. Им просто необходимо еще и дополнительные деньги. Sounds good. Звучит классно, да? And you just happen to be there doing this. И вот так вот звезды сошлись, что вы вот как раз в настоящий момент вот именно это все и предлагаете. You're offering your product. Вы им предлагаете продукцию. And you're offering more money. И вы им предлагаете больше денег. How many people here think that sounds pretty good? Кто, вот поднимите руки те, кто думает, что звучит все это здорово, замечательно. The prospect desperately needs your product or service and desperately needs more money. То есть ситуация. Перед вами потенциальный клиент, которому просто необходим ваш продукт или ваш сервис, ему просто необходимы дополнительные деньги. You're there. You're there offering your product or service, you're offering more money. Вы предлагаете ваш продукт или ваш сервис, вы предлагаете больше денег. And at the end of the presentation, the prospect says this. И вот вы проводите вашу презентацию, и вот подходите к концу, и в самом конце вашей презентации ваш собеседник говорит вам: No. Нет.
So what's that about? В чем дело? They desperately want your product or service, they desperately want more money. Мы же только что выяснили, что им необходим ваш продукт, им необходимы дополнительные деньги. Ну, все ясно в этом. You're offering your product or service, you're offering more money. Вы именно это им предлагаете, вы предлагаете продукты, вы предлагаете деньги. And they say no. И они при всем при этом говорят вам нет. That sounds very, very strange. Звучит очень странно. So how many people here have ever had that happen to you? Кто из вас хотя бы раз в жизни вот нечто это странность, это ощутил в себе? Does it seem strange to you? Вам вообще не странно вся эта ситуация? Well, if we could fix that problem today, Как вы думаете, если бы мы смогли исправить эту ситуацию, исправить эту проблему сегодня, how many people here think you'd make a lot more money? как вы думаете, кто из вас был бы в состоянии зарабатывать больше? So let's get to work. Тогда давайте поработаем как следует. Here's the reason they don't understand. Смотрите, вот в чем причина, почему они вас не понимают. You see, when we first get started in network marketing, Дело в том, что когда мы впервые начинаем заниматься сетевым маркетингом, our sponsor tells us lots and lots of things. наш спонсор нам рассказывает, говорит огромное количество разных вещей. Do you think everything your sponsor tells you is true? И вы, как вы думаете, все, что говорит ваш спонсор, это правда? Or maybe the sponsor is just repeating something else they heard. Очень может быть, что ваш спонсор просто повторяет что-то, что он слышал до того. When I got started, here's what happened. Вот когда я просто расскажу, когда я начал заниматься этим бизнесом, вот что произошло. I desperately wanted to invite lots and lots of people to the meeting. Я просто очень хотел приглашать большое количество новых людей на встречу. Nobody would come. Но никто почему-то не приходил. I worked for 1 year and 10 months and nobody joined. Я проработал 1 год и 10 месяцев, и ко мне так никто и не присоединился, так никто и не вступил. And nobody became a customer. И никто не согласился быть моим клиентом. So after 1 year and 10 months, I had total failure. Вот представьте, год и 10 месяцев мне сопутствовали полнейшие неудачи. Я был неудачником год и 10 месяцев. How many people here think that's pretty bad? Кто из вас думает, что я не очень хорошо начал свою карьеру в сетевом маркетинге? So I'm desperate. I want to get some people to the meeting. Вот смотрите, я в такой ситуации нахожусь. Я просто очень хочу, очень страстно хочу, чтобы на мои встречи приходили люди. So I asked my sponsor for help. Я, очевидно, что я сделал. Я спросил своего спонсора о помощи. I said, sponsor, please tell me exactly what to say and exactly what to do to get people to come to the meetings. Я сказал, спонсор, расскажи мне, пожалуйста, в точности, что мне нужно делать и что мне нужно говорить для того, чтобы завлечь людей на мои встречи. And my sponsor told me, just be yourself. И мне спонсор сказал следующую фразу: просто будь собой. So I went out. Вот я вышел. I was myself. Я решил быть самим собой. And nobody came. И так никто и не пришел на мою презентацию. So I went back to my sponsor and I said, please sponsor, tell me exactly what to say and do. Я вернулся к своему спонсору, повторил свой вопрос: скажи мне, пожалуйста, в точности, что мне нужно говорить и что мне нужно делать. And he said, just get a better attitude. Я мне сказал: знаешь, тебе не хватает, наверное, позитивного настроя. So I went out there and I had a great attitude. И я вернулся в мир с позитивным настроем. And you know what? И вы знаете что? Nobody came. Никто так и не пришел на презентацию. But I felt better about it. Но в этот раз, по крайней мере, я лучше себя чувствовал по отношению к этой проблеме. Да? So I went back to my sponsor and said, hey, I'm desperate. Вот я вернулся к своему спонсору и говорю: послушай меня, я в отчаянии. Please tell me exactly what to say. I need to get some people to come to the meeting. Ну, пожалуйста, скажи мне теперь вот в точности, что мне нужно говорить. Мне необходимо, чтобы люди приходили на мои презентации. He said, set some goals. И он мне сказал: поставь для себя цели. How many people here have ever set goals? Кто из вас хоть раз в жизни ставил перед собой цели? Well, I set some goals. Ну, я поставил перед собой цели. I had charts and pictures of what people would look like if they were to come to me. Я даже нарисовал несколько картинок людей, как они будут выглядеть, когда они будут приходить на мою презентацию. And nobody came. И никто не пришел.
My sponsor told me to be more motivated. Мне спонсор сказал, ну тебе надо быть более мотивированным. He told me to be more positive. Он мне сказал, тебе нужно быть более позитивным. He told me to have a stronger belief in my business. Он мне сказал, что тебе нужно больше верить в наш бизнес. And nobody came. И никто не пришел. So why do you think my sponsor never told me exactly what to say and exactly what to do? Вот теперь, по вашему мнению, как вы думаете, почему за все это время мой спонсор мне так ни разу не сказал в точности, что нужно делать, и в точности, что нужно говорить? Yeah, he had no idea. Потому что у него самого понятия он не имел. And when the sponsor has no idea, И когда у спонсора вообще нет понятия they just make stuff up. о том, что нужно говорить и делать, они начинают придумывать разные глупости. How many people ever heard this before? Кто из вас хоть раз в жизни, до сегодняшнего дня слышал такую фразу? Just go out and get 100 no's. Просто выйди и получи 100 ответов «нет». Now, isn't that stupid? Как вы думаете, как это звучит? По-моему, звучит глупо, а? I mean, if 3 no's hurt, why would we want 97 more? 3 раза, если вам говорят «нет», это уже достаточно больно. Зачем желать, чтобы вам еще 97 раз кто-то сказал «нет»? So that's another example of sponsors just making stuff up. Это просто еще один из примеров того, что выдумывают наши спонсоры. Now, wouldn't it be better to learn how to get a whole bunch of yeses instead of just getting more no's? Ну как вы думаете, может быть, вы бы себя лучше чувствовали, если бы вы получили несколько ответов «да» вместо нескольких ответов «нет»? And that's the problem in network marketing. Вот вы знаете, вот к чему мы сейчас подошли? Мы сейчас подошли к основной проблеме в сетевом маркетинге. People spend lots of time working on their attitude. Люди тратят слишком много времени, работая, совершенствуя свое отношение. They become positive and smile a lot. Они очень много улыбаются, они становятся позитивными. They set goals that they will never achieve. Они ставят перед собой цели, которые они никогда не достигнут в жизни. They're really motivated even though they're failing. Они очень-очень сильно мотивированы, даже в тот момент, когда они знают, что они полнейшая неудача. But do you know what I was really missing in network marketing? Но вы знаете, чего мне на самом деле не хватало в сетевом маркетинге? Something called skills. Одной штуки, которая обычно называется навык. Knowing exactly what to say and exactly what to do. А навык – это знание в точности, что нужно говорить, и в точности, что нужно делать. And if you have skills, you can do this business. Если у вас есть навык, вы можете делать этот бизнес. You don't have to have goals, you don't have to be motivated, you don't have to be positive. Вам не нужны какие-то дополнительные цели, вам не нужно быть более позитивным или мотивированным. If you have skills, you can get the job done. Если у вас есть навык, то вы работу выполняете. In fact, if you have skills, you can even do this business if you're quiet and shy. И даже если быть до конца честным, если у вас есть навык, вы в состоянии делать этот бизнес, даже если вы от природы тихий и застенчивый человек. And that's good news for all the shy people here today. И это очень хорошая новость для всех застенчивых людей, которые сегодня сидят здесь. How many shy people do we have here today? Сколько здесь застенчивых людей в зале сегодня? Вы можете понять? That's pretty good. They normally don't raise their Здорово, hand. обычно они не поднимают руки. But if you have skills, then all those other things will work. Но если у вас появляется навыки, то все эти вещи, о которых мы говорили до того, начинают работать. If you have skills, then you can set goals and you can actually achieve the goals. Как только у вас появляется навык, вы тогда уже можете ставить цели, и эти цели начинают достигаться. So let me give you an example of skills. Давайте я вам дам пример, что такое навык. How many people here know how to drive an automobile? Кто из вас знает, как нужно водить машину? Умеет водить машину? Alright, so let's say that I did not know how to drive an automobile. Давайте представим, что я не знаю, как водить машину, не умею этого делать.
I've never seen one before. Я даже машину раньше в жизни не видел ни разу. I didn't study it in school. Я не изучал, но как-то пропустил мимо ушей это в школе. My parents didn't tell me about automobiles. Мне родители ни разу в жизни не рассказали ничего об автомобилях. You take me outside and say, hey, big Al. Вот вы меня выводите из этого зала и говорите: о, большой Эл, There's an automobile. Go drive it. смотри, вот автомобиль перед тобой, садись, поведешь его. And you give me a key. И вы мне протягиваете ключ. And I say, what's the key for? И я вам первое, что говорю: а зачем ключ? How many people want to ride in that car with me? Кто бы хотел со мной прокатиться в этой машине? So I walk up to the car, И вот я подхожу к этой машине, and I notice there's a steering wheel, and I wonder, what's that for? я замечаю, что в этой машине есть руль. И у меня появляется немой вопрос: а для чего это? There's pedals on the floor. What are they for? Из пола торчат какие-то педали. Для чего они? But there's a lot of cars driving around here in Novosibirsk. Но при этом я замечаю, что вокруг меня, по всему Новосибирску, ездит огромное количество машин. But sure, I'll just go drive it. А я говорю себе: просто сяду и поеду. I have a pretty good attitude about У this. меня же отношение такое хорошее. Я чувствую, что все получится. I feel pretty positive about it. И вообще я очень позитивно себя чувствую по отношению к этому. I'm motivated. Вообще я очень мотивирован это сделать. I set my goals. И вообще я же цель поставил перед собой. So how successful do you think I'm going to be? Как вы думаете, насколько успешной будет вот эта поездка? It's going to be ugly. Это будет уродливо. Nothing's going to work unless I learn the skill of driving an automobile. Вот ничего из этих вещей перечисленных не будет работать до тех пор, пока я не научусь навыку вождения автомобиля. Now, once I learn the skill of driving, then attitude and being positive will be a lot of help. Вот как только я научусь этому навыку водить машину, то тогда вот все эти вещи по поводу моего отношения, настроя, позитивного настроя и так далее, они действительно мне будут помогать. Now, how many people here studied network marketing in school? Кто из вас, сидящие в зале, поднимите руки, те люди, которые изучали такую науку, как сетевой маркетинг в школе? How many people here were taught network marketing by your parents? Кого из вас учили сетевому маркетингу ваши родители? How many learned network marketing in school? Кто из вас изучал сетевой маркетинг в школе? Not at your job, nowhere. Видите, нигде, ни в школе, ни на работе на этому не учили. So the first time you saw network marketing was at that meeting, wasn't it? То есть получается, что впервые вы узнали о сетевом маркетинге на одной первой встрече, не правда ли? So you signed up for network marketing. Вы подписались, вы решили попытаться. How many skills did you have? Сколько навыков у вас на тот момент было? 0. 0. But you probably had a pretty good attitude. Но отношение-то у вас было неплохое, правда? I bet you're positive. Я могу послушать, что вы очень были позитивны на тот You're момент. motivated. Мотивированы. You set some goals. Вы поставили перед собой цели. You had a strong belief in the business. Вы очень были уверены, у вас была очень большая уверенность в этом бизнесе. But unless you get a couple skills, you're going to crash and burn. Но до тех пор, пока вы не начали приобретать какие-то навыки, вас постоянно подстерегали неудачи. So, how many people here are convinced that skills make the difference? Вот кого я сейчас сумел все-таки переубедить, что навык на самом деле очень важен? That's what most of us are missing when we first start. Вот это именно то, что мы, как правило, пропускаем, вот как только начинаем впервые заниматься. Our sponsor gives us his key to the car, Что происходит на самом деле? Спонсор нам протягивает вот этот ключ от автомобиля, and we have no idea what to do. и мы в этот момент понятия не имеем, что с этим ключом делать. So let's go back to the problem of our prospects saying no. Давайте теперь отмотаем немножко назад и рассмотрим, что таится вот в этой проблеме, когда наш потенциальный клиент нам говорит «нет».
Remember, they wanted our product or service. Мы помним, да, мы вспоминаем, что наш продукт или наш сервис они действительно хотят. They wanted more money. Они действительно хотят больше денег. We offered our product or service. We offered more money. Именно это им предложили. Мы предложили наш продукт и сервис, мы предложили им деньги. And they still told us no. И они после всего этого нам все равно сказали нет. Do you know why they said no? Вы знаете, почему они сказали нет? Because they didn't understand us. Потому что они просто нас не поняли. That's the only possible explanation. Вот это единственное возможное объяснение, которое есть. To our prospects, we were speaking a completely different foreign language. Дело в том, что в тот момент мы говорили, по мнению нашего потенциального клиента, с ним на каком-то тарабарском или полностью незнакомом иностранном языке. We explained our product and opportunity. Мы объясняли им о нашем, вещи о нашей продукции, о нашем продукте или нашей возможности. But because they didn't understand us, they said no. Но из-за того, что в какой-то момент они нас просто не поняли, они нам сказали нет. So, the problem is we need to learn the skill of speaking to the prospect in a way they understand То it. есть на самом деле проблема, по большому счету, заключается в том, как рассказать, как говорить с нашим потенциальным клиентом, причем так, чтобы он нас понимал. So we're going to learn today the secret language of prospects. Вот сегодняшний день мы посвятим тому, что мы будем изучать секретный язык потенциальных клиентов. That instantly goes to their mind. Это такой язык, который очень легко проникает к ним в разум, And instantly goes to their heart. и через этот разум мгновенно оказывается в сердцах. So we could just say 4 or 5 sentences. Вот идея заключается в том, чтобы мы после этого, получив этот навык, могли сказать 4 или 5 слов или предложений, And they will instantly want to come to the opportunity meeting. после которых они бы сразу захотели прийти на встречу по предоставлению возможности. Or we can say just 4 or 5 sentences. Или же мы проговорили 4-5 предложений, And they'll want to join our opportunity before they even hear the name of the company. и они уже согласны были бы вообще вступить в нашу компанию, подписаться, еще не расслышав даже название этой компании. So how many people here would like to learn that secret language? Кто бы из вас хотел этим навыком обладать? Выучить секретный язык. Would that make your business easier? Этот язык сделал бы ваш бизнес легче. How many people here have been trying to do your business without that secret language? Кто из вас пытался вести свой бизнес без знания этого секретного языка? And that's ugly. Вроде бы, да? So let's learn the secret language. Ну давайте так, выучим этот секретный язык. Now the secret language is easy. На самом деле секретный язык, он очень простой. I can teach the secret language in a few minutes. Секретный язык я вам могу преподать вот все, что известно о нем в течение 2 минут. That's not the real skill. На самом деле навык, который кроется, совсем другой. The real skill is figuring out which secret language the prospect understands. Настоящим навыком является способность разобраться, какой из секретных языков понимает ваш потенциальный клиент. That's the skill, that's the harder part. Вот это самая сложная вещь. Вот это и есть тот самый навык. Now, prospects understand about 4 different secret languages. Поймите, что все потенциальные клиенты понимают 4 совершенно отличных друг от друга секретных языка. We'll learn all 4 different secret languages today. И сегодня эти 4 секретных языка вы все узнаете и выучите. All you have to do is figure out which secret language they understand. Но вашей задачей будет разобраться, попытаться понять, какой из 4 этих секретных языков понимает ваш потенциальный клиент. Speak to them in that secret language and you're done. Начать говорить с вашим клиентом на этом секретном языке, и все, ваша работа закончена. So you ready to get started? Готовы теперь? You're going to need a blank sheet of paper. Сейчас я хочу, чтобы вы выделили чистый лист бумаги, Piece of paper with nothing written on it. на котором ничего еще пока не написано. If you don't have one, borrow one from your neighbor. Если у вас нет чистого листа бумаги, одолжите у вашего соседа. And I'm going to ask you
to draw a line right down the middle of the page, top to bottom. Я хочу, чтобы вы сейчас нарисовали, начертили линию ровно посередине, сверху донизу, разделили эту страницу пополам. And then a second line left to right, right across the middle. И вторую линию начертите горизонтальную ровно посередине страницы. Now you should have 4 boxes on your piece of У paper. вас должно получиться 4 квадрата, таких симпатичных квадрата, прямоугольника на вашем листе бумаги. And these represent the 4 different types of people. Вот эти 4 прямоугольника или квадрата на самом деле представляют 4 различных типа людей. Now, before I describe the 4 types of people, I have to make a couple disclaimers. Еще парочка вещей, предупреждений, да, перед тем, как я начну вам описывать эти типологии, эти типы людей, я должен кое о чем вас предупредить. Number 1. Во-первых, when I describe these different types of people, you are going to find out that you fall into one of these 4 types. когда я буду описывать каждый из этих типов людей, вы для себя с удивлением обнаружите, что вы подпадаете под один из этих типов. Now, I don't know which of the 4 boxes you will fall into. Я не знаю, в какой из этих квадратов вы попадете, But all the different types of people have good points and bad points. но во всех этих типах личностей существуют положительные черты и отрицательные черты. But for today, you will only have the good Но points. если вы попали в этот какой-то квадрат, да, то предупреждение. На сегодняшний день давайте договоримся, что вам принадлежат только положительные черты. You'll have none of the bad У points. вас не будет вообще никаких отрицательных черт, хорошо? I don't want anybody mad at us, run us over afterwards. Я не хочу, чтобы кто-то на нас разозлился и подкарауливал нас у выхода, да, потом вечером. I know you'll be saying, I'm just learning how to drive. Я, конечно, я понимаю, что вы при этом будете говорить, я все равно учусь просто водить машину там пока, да? So you'll only have the good points. Итак, договорились, у вас только положительные черты, если вы попадаете в квадрат, да? Now, this is not a professional psychology course. Еще один очень важный момент. Это то, что я сейчас преподаю вам, это не профессиональный курс психологии. So we're going to take a lot of shortcuts. Поэтому мы будем срезать немножечко углы. Эти углы мы будем срезать достаточно часто. It may not be totally scientifically accurate. Очень даже может быть, что все, о чем я буду говорить, не на 100% является точным до конца с научной точки зрения. We're just using a little part of the science to learn this. Но то, что мы будем делать, это использовать небольшую часть науки для того, чтобы научиться кое-чему. What kind of person am I talking to and what language should I use? Научиться навыку, который позволит нам ответить на вопрос, с каким типом людей я сейчас столкнулся и на каком языке с этим типом нужно разговаривать. So we're not going to do any psychological counseling. Поэтому мы не будем заниматься, после того, как вы все это узнаете или приобретете этот навык, мы не будем снимать кабинеты и заниматься психологическими консультациями. So if you are a professional psychologist, И если в зале сидит профессиональный психолог, we're not here to take away your work. то поверьте, мы здесь не для того, чтобы забрать вашу работу, We want to know just enough so we know what language to talk. чтобы отобрать у вас хлеб. Нам необходимо просто знать немножечко для того, чтобы просто понять, с кем мы имеем дело. And finally, the last disclaimer. И, наконец, еще одно предупреждение, последнее. I'm going to use lots of exaggeration. Я в своей речи буду использовать огромное количество преувеличений. Because if I exaggerate, it will be easier to remember. Потому что если я буду преувеличивать, вам станет легче запоминать. You'll be able to look at somebody and instantly know what personality they have. У вас появится такая возможность. Вы сможете посмотреть на какого-то человека и мгновенно понять, с каким типом людей вы имеете дело сейчас. So not everybody's going to have all these exaggerated characteristics. Поэтому что я имею в виду? Не все люди на свете будут обладать вот этими преувеличенными характеристиками. It's just a guideline so we know how to talk to Это, people. скажем так, маячки. Такие маяки, огни, при помощи которых мы можем идти и видеть направление и понимать, с кем мы разговариваем. Let me tell you about the yellow personality, the yellow type of person. Давайте я вам расскажу немножко о желтых. Что это за тип личности? Кто такие желтые?
These people will do more for other people than they will for themselves. Эти люди готовы делать больше для других людей, чем для себя. Sort of like a mother.